Привет, ребятки! Сегодня будем готовить очень вкусное блюдо. Мне дали рецепт нового теста. Хочу попробовать его в приготовлении. А еще я хочу приготовить курник, но курник по-другому. Я очень люблю этот рецепт, но в этот раз он будет по-новому. Я хочу попробовать, сейчас вам покажу. Тесто мне дали там не точный рецепт, все на глаз. Поэтому я сейчас для вас буду все это вымерять. Там сколько муки, все, что я буду готовить, я все расскажу. Погнали! Для начала я беру сметану. Сметана у меня 200-граммовый стакан. Вот сколько в граммовке, я не знаю, ну, наверное, 200 грамм и есть. Все, в емкость выкладываю эту сметану. Так, далее. Далее нужно 150 грамм сливочного масла, но его нужно растопить. Я купила вот такое в Магните, оно прям ровно 150 грамм. Очень удобная пачечка. Сейчас я его растоплю и сюда буду добавлять. Вот я его растопила. Масло, кстати, очень хорошее. Прям вот видно, что не маргарин, запах такой у него. Вот прям желтенькое. Масло шикарное. Все, сюда вот вливаем в мисочку это все. Так вот со сметанкой перемешиваем, чуть-чуть смешиваем. Вот так вот. Ой, яйки убежали. Яички бегают у меня. Вот 2 яйца сюда тоже вливаем. Так, девочки, мальчики, смотрите дальше. Чайная ложечка соли. Вот такая она без горки. Соль сюда всыпаем. Дальше чайная ложечка сахара. Не сказать бы столовая. Так, и далее разрыхлитель 2. Но его пока сюда не кладу. Сейчас вот все перемешаю сначала хорошенечко, а потом уже разрыхлитель, а то он комком будет. Надо, чтобы все ингредиенты вот смешались, соединились, друг с дружкой сошлись. Вот так вот хорошенечко все перемешиваем. Чтобы однородная такая масса была, такая прям красивенькая. Вот такая она желтенькая получилась. Цыплячья такая желтая. Так, далее муку, смотрите. Так, муки я вот пока взвесила 500 грамм. Сейчас посмотрим, сколько уйдет. Так, ну все, давайте тогда сейчас сюда разрыхлитель. 2 вот так вот, прям вот чайной ложки. Вот так вот разрыхлителем. Тут вот у меня еще немножечко осталось. Так, все вот так тоже хорошенечко перемешиваем. Все, и будем всыпать уже муку сюда. Понемножечку будем вводить. Потом скажу, сколько уйдет. Вообще не знаю, я так всегда, в принципе, на глаз готовлю. Сейчас приходится все взвешивать, потому что людям нужна точность. Не скажешь же стакан там или миску. Так, вот так вот все хорошенечко перемешиваем. Она должна такой быть эластичная, но не прям забита, не жестко, не пельменная. Пельменное все равно такое тугое тесто, а это должно быть такое хорошее, мягенькое. Так, вот уже начинает что-то вырисовываться у нас тут. Красота. Люблю с тестом возиться. Вот, еще. Примерно грамм 100 осталось. Ну, где-то 400 грамм я сюда уже всыпала. Сейчас вот так вот смешаю немножечко и буду переходить на стол. Так вот все это перемешиваем, перемешиваем. Все, остальное буду уже подсыпать на столе. Так, сейчас я постелю сюда. Все, перемещаемся на стол, девочки. Смотрите. Вот так вот. Все тесто собираем. Такое еще мягенькое оно. Еще, наверное, подсыпать придется. Так, вот так вот собираем. Собираем все шматки эти. Складываем в тесто. И промешиваем хорошенечко. Такое податливое, мягкое. Хорошенькое тесто. Ароматное. Прям запах такой идет вкусный. Сливочным маслом.
но маловато еще. Вот так вот еще чуть-чуть на стол. Я так думаю, 500 грамм, наверное, точно уйдет уже. И вот так хорошенечко все проминаем, промешиваем его. Нет, немножко останется. Вот такое тесто у нас получилось. Оно к рукам не липнет. И такое оно не жесткое, оно такое прям эластичное. Вот смотрите, какое прям мягкое такое. Вот такое вот тесто у нас красивое. Вот, не видно. Так, теперь мы его сейчас накроем пакетиком и начнем делать начинку. Пусть оно немножечко отдохнет, а мы будем делать начинку. Далее беру, я взяла голени. Вы что хотите, то и берите. Можно курицу разделать, можно, допустим, там бедрышки, можно филе. Так, вот это вот все. Просто мне голени нравятся, они посочнее. Так что, девочки, это все сугубо индивидуально. Вот я беру голень, ну и вот так вот мельчу. Маленькие кусочки вот такие вот делаю. Потому что всегда делаю с грудкой. Вот хочу прям с голенью. Самое вкусное мясо это голень. Шкурки все убираю, конечно же. Одно мясо только. Все, вот это вот все делаем. Такие вот небольшие кубики. Вот такие вот режем их. Вот такие кубики. Все. Это все просто. Вот так вот все готово. У нас нарезано. Вот 7 штучек я взяла. Вот мясо столько получилось. Достаточно будет у нас. Оно сочное будет, классное. А из этого можно сварить супчик. Так, далее погнали. Так, берем грибули, грибы, шампиньоны. Так, я их обязательно вот так вот очищаю. Вот всегда вот это вот все снимаю. Сейчас вот это вот все очищу, потом чуть-чуть споласкиваю их. Вот они прям беленькие, такие чистенькие, прям красавчики. Посмотрите, как раз. И все. Легко прям чистятся они. Вот он какой беленький стал. Вот еще так соскребем. Все. Теперь можно сполоснуть, и все. И грибочек наш, шампиньончик готов. Вот я почему-то их привыкла чистить. Вот не знаю почему. Но вот я люблю вот это вот все вот убрать. Вообще, вот у меня вопрос. Их нужно чистить или нет? Или это у меня просто такие предрассудки? Вы расскажите, чистите грибочки вот так вот или нет? Напишите в комментариях, пожалуйста. Может быть, я это зря делаю. А может, это так и нужно делать. Вот так вот. Готово. А то, может, я себе лишнюю работу делаю. Пишите, как делаете это вы. Мне будет очень интересно. Все вот это вот я зачищаю. Они прям вот такие белые. Может быть, это и не нужно, я не знаю. Почему-то привыкла их чистить. Всегда чищу. Так, далее беру их и вот так вот просто вот, ну, мелко просто вот нарезаю. Вот так вот и вот так. Такими вот кубичками. Даже крупноватыми ставим как-то еще. Резанем. Вот так. И вот так. Так, стоите. И вот так быстренько все это, ребятки, вот так вот режем. Быстренько все. Все, отправляем. Сейчас это все пойдет жариться. Вот, это надо все быстренько сделать. Времени у нас мало. Надо быстро все приготовить. Вот кубики, просто вот кубики. Так, что такое крупненькое еще раз можно будет. Все, мальчики, девочки, смотрите. Вот так, сливочное масло. Вот так, на сливочном масле. Вот так вот. Вот так грибочки вот так вот берем, высыпаем. Вот так вот их много. Грибов у меня было 700 грамм. Ну, там очистилось немножечко. Взяла 700 грамм. Грязным весом было 700 грамм. Вот все вот это вот хорошенечко нужно просто вот поджарить. Вот так вот на маслице, на сливочном. Все хорошенечко вот так. Они вот так вот прям жарятся. Видите, какие становятся золотистые. Так. Вот сейчас быстренько прижарим. И готово.
Вот они все равно, водичка выпаривается, потому что они такие сочные были. Так, теперь нужно на этом этапе их присолить. Ну, это все по вкусу. Я вот так вот щепоточкой солю, а вы пробуйте тоже, солите и пробуйте. Так, это... Все, ждем, когда вот эта вот водичка вся вытопится. Ну, не совсем вся, чуть-чуть останется, потому что, чтобы они прям сочненькие были. Но большая часть должна вытопиться. Все, вот это вот все вот так вот. Следим за этим. Так, грибочки готовы. Теперь жарим курицу. Наливаем вот так вот немножечко масла. Так. И сюда скидываем всю курочку нашу. Так, вот смотрите, вот буквально вот уже у меня 3 минуты прошло. Уже жидкость вытапливается. Я ее присаливаю, эту курочку. Прям буквально вот щепоточку соли. Вы там смотрите по вкусу. Так, чуть-чуть присаливаю и перчу. Прям вот так вот беру перчик с мельницы и перчу. Все тоже по вкусу. Все. Вот смотрите, еще вот буквально минуту и все. И выключаем. То есть до полуготовности. Вот чуть-чуть обжарили и все. То есть у нас грибы готовы, а курица будет полуготова. Вот она прям такая вот сочная, что осталась. Я поэтому взяла голени, то что вот они прям сочные. Обожаю голени. Больше всего в курице это люблю я голени. Вот, смотрите, ребятки, вот так вот смотрите. Все, мальчики, девочки, вот все, сейчас уже все уже готово. Можно будет уже все выключать. Так, далее беру цибульку. Вот такие прям, вот еле нашла, вот такие маленькие, вот такие крохотулечки, чтобы вот прям меленькие-меленькие были. И все вот так вот меленько-меленько. Нужно прям вот, чтобы вот тут, потому что у нас все уже готово, будет готовиться быстро. Вот такими меленькими, вот смотрите. Вот прям. Можно, конечно, на блендере, но я не люблю, когда в блендере лук. Все должно быть ручками нарезанными, ручками золотыми своими. Вот так вот, прям меленько. Вот видите, какими. То есть вот так вот. Вот 3 вот таких маленьких цибульки я взяла. Все, так, смотрите, вот так все. Вот это вот тоже крупненький. Вот все дорезаем. И вот так вот весь лук. Без цибульки никуда. Чем старше, как говорит моя бабушка, мужичок, тем важнее ему лучок. Но это присказка. Сказка будет впереди. Смотрите дальше. Все, лучок готов. Ну и все. Начинаем собирать наши вкусняшки. Далее, смотрите, вот беру 200 грамм сыра. Обычный сыр. Вот какой любите, такой возьмите. Это тут вообще не важно. Я его тру вот на такой. Вот такой вот она у меня средняя терка. Не крупная, не мелкая. Вот видите, какая вот она. Вот такая вот стружечка. Все, вот это вот все. 200 грамм просто на терочке. Быстренько все это я натираю. Все, тесто отдохнуло. Вот так вот чуть-чуть подмешиваем. Буквально чуть-чуть вот так подминаем его. Какое мягкое, податливое, хорошее тесто. Прям новый рецепт. Сейчас с вами и попробуем. Наши вкуснейшие курнички с грибами. Курники, или это можно назвать, или жульен в тесте, в песочном. Это без разницы. С курицей курник. С грибами и с сыром. Можно сказать, что это и жульен. Это не важно. О, смотрите, какая красотища. Вот, теперь сейчас прям тесто, прям красота. Прям обожаю это тесто. Вот смотрите, раз, кусочек вот так вот, да. И все, и теперь нужно его прям вот так вот ровненько это. И раскатываем. Так, на чуть-чуть присыпать мукой. Так, чуть-чуть мне вот тут. Вот так вот чуть-чуть. Чтобы его хорошо собрать было. Вот так, прям немножечко. И вот так вот раскатываем. Не сильно толсто, но и не тонко. Сейчас я покажу, сколько. Так, вот так чуть-чуть еще сюда. Не переживайте, муки много не будет, она у нас хорошая. Так, кстати, я забыла же вам сказать. Муки сюда нам потребовалось 450 грамм. Вот так вот, не больше, не меньше. 450 грамм.
оно маленечко сходится у нас. Такое эластичное. Вот так вот раскатываю его. Вот смотрите, вот беру формочку, и вот такой формочкой, да, я вырезаю кружочек. Ну, так будет красивее и удобнее. Так, вот такой вот прям кружочек будет у меня. Маленький. Это маленький будет. Это будет мало. Вот смотрите, я взяла две формы, одну побольше, другую поменьше. Это низ, это верх. Ну и все просто вырезаю. То есть смотрите, там сами можете просто на глаз катать. Но мне так вот удобнее. Все, вот так вот. Вот смотрите, какой получился кругляшочек. И здесь вот такой. Все, это мы потом еще раз сделаем. Вот, посмотрите. Его можно еще чуть-чуть, пока его вырезала, маленечко края расплющились. Но оно тесто эластичное, оно сходится еще. Вот примерно вот таким образом еще маленечко я его разравниваю. То есть края будут ровненькие, будет красиво. Так. Далее берем вот это тесто, да? Так, не сюда, а в тарелочку такую, вот в такую. Укладываю вот так вот на дно. Все, и выкладываю нашу начинку. Все, смотрите. Сначала кладу сюда курицу. Вот буквально вот такую вот, как она называется, десертная ложечка, да. Потом вот так вот грибочки. Прямо добрую такую ложечку добрую положить. Потом сверху вот так вот лучок. Вот его можно предварительно маленечко посолить и прям пожамкать его, чтобы сок пошел. Он мягкий будет такой. Вот так вот лучочек. Так, далее. И вот так вот ложечку прям вот буквально. Вот так вот. И вот так-то еще чуть-чуть. Вот так-то. Сметанка это у нас будет. Так, и сверху от этого всего сырочек. Вот так вот прям щепоточку такую хорошую. Вот так будет достаточно. И вот так вот все аккуратненько вот это вот соединяем краешки. Вот этого теста вот так соединяем все. Почему в тарелке вот удобно, видите, вращать удобно. Раз, раз его. Вот так вот раз. Прям краешки аккуратненько так соединяем. Вот такой вот у нас получается красивый. Вот такой. Так вот так. Вот, посмотрите, розочка получилась. И вот так вот потом раз, краешки вот так защипываем. Так вот. Раз. Так. Раз. Чтобы у нас вот форму держал. Видите, как вот раз защип делаю. Вот собираю вот так вот. Видно, нет? Раз. И вот так защип делаю. Собираю и защип. Вот прям вот они вот такие. Вот такие все красивенькие. Все так выравниваем. Так, далее. Так. Защип. Здесь защип. И последний защип делаем. Вот так вот. Вот так. Смотрите, вот такое вот солнышко красиво получилось у нас. Все так аккуратненько. Видите, как красиво. Так, здесь теперь вот так вот маленечко вот так вот его приплескиваем. Так. Теперь, смотрите, вот такой беру небольшой прям кусочек теста, вот такой, да. И вот здесь вот делаю, сейчас я ножичек тоненький мне надо, притоненький. Вот так вот делаю такой небольшой надрезик, да. И вот так вот это все вот немножечко открываю. И вот эту вот нашу пипочку, вот такую вот, да, вот сюда кладу сверху. О, все, смотрите, вот все, готово. Все, вот это я сейчас перекладываю на противень и делаю все наши курнички-жульенчики. Вот так вот полностью все делаю. Далее беру желтушочек вот такой. Все вот так-то взбила. Вот так вот. Оп. И смазываю все вот это вот. Нашу красотищу. Наши вот такие вот тарелочки. Пимпочку тоже сверху надо маленечко смазать. Вот так аккуратненько все. Вот так. Все вот так желтком смазываем.
прям каждый. Не забываем нашу сказку. Вот она, наша сказочка. Горшочек вари называется. А в горшочке курица с грибочками, с сырочком. У меня уже со слюнки сметанкой. О, куда колобок? Видали, да? Колобок чуть не укатился, блин. Вот такая мы с тобой эти, бабка-то с дедом. Колобка чуть не потеряли. Потеряли пацана. Вот так вот. Так, колобочки все на месте. Самое главное проверить, чтобы колобки были все на месте. А то они имеют тенденцию уходить от бабки отдать. Вот, взяла этот тмин черненький. И вот так чуть-чуть вот. Много не надо, вот прям чуть-чуть. Вот так раз, раз, раз. На колобочек лучше не надо. Пусть у нас будет красивый, загоревший. Вот так, вот так, вот так. Все вот так вот делаем. О, видишь, что получается? Вот она что выходит. Красота-то. Вот она где. Прям искусство. С каждым разом все и лучше получается. Еще первый раз такую форму делаю. Из этого первый раз тесто делаю. И первый раз делаю с грибами. Вот этой всей начинкой. Сейчас попробую. Прям мне самой интересно, что же из этого выйдет. Вам потом расскажу. Так, смотрите, все, готово. Отправляю в духовку. Я поставила на 200 градусов. Вот сейчас поставлю, а потом скажу, сколько они у меня пеклись. Потому что я еще не знаю, как они будут печься. В принципе, начинка же готова у нас практически. Но минут 30, 35, 40 точно будет. Так что ставим. Все, отправляем позагорать под нашим жарким солнцем. Все, поехали. Пока. Вот посмотрите, какая сказка у нас получилась. Как и обещала, делала в первый раз, что начинка, что тесто. Все колобочки на месте, заметьте. Ни один не убежал. Теперь попробуем. Вот этот вот прям крайне хочу попробовать. Вот посмотрите, какой он красивенький. Сейчас мы его вот разрежем. О, горячо еще. Посмотрите, ребятки, смотрите, какая красота. Прям вообще обалденно. Вон, видите? Грибочки, все такое прям сочное. Тесто прям видно хорошее песочное. Ну, давайте сейчас попробуем. Ну, вернее, я. О, горячо. Ой, прям сок, смотри. Видишь, сочное, сочится. О, смотри. О, горячо. Так, пробуем. Чуть-чуть беру. Классно. Реально как жульен, только в тесте. Обалденно, просто обалденно. Вообще вкусно, тесто мне понравилось. Такое, ну, тоненькое, вот видите, прям тонюсенькое тесто. Прям там сметанка. Кислинку придает, сырочек растаял. Грибочки, прям аромат такой стоит, вообще обалденно. Прям вот видите, сколько там начиночки. Все, обалденно. Тесто хорошо держит как бы начинку. Не распадается. Вот они вот такие все. Видите, какие румяные. То есть они у меня пеклись при 200, где-то даже 190 градусов. Я поставлю чуть-чуть поменьше. 30 минут. Им хватило 30 минут. Вот такие вот. Видите, здесь все пропеклось. Сверху запеклось. Внутри, естественно, все у нас готово было. То есть 30 минут и все. Это супер. Так что у нас получился жульен в курнике. Или курник жульен. Что-то, короче, такое. Ну, необыкновенная вкуснятина. Пробуйте. Прям я вам рекомендую. И кому не сложно, очень большая просьба. Поставьте, пожалуйста, лайк и комментарий. Кому не сложно. Всем пока. До новых встреч.